Всем приветики, всех с наступившим Новым годом, всем здоровья, удачи, любви во всем. Сейчас мы находимся на дамбе, я уже 100 раз рассказывал, есть здесь в Нидерландах дамба, которая соединяет провинцию Фризланд с провинцией Норд-Голланд, Северная Голландия. Вот, видите, Голландия, есть у нас Южная Голландия и Северная Голландия, страна называется Нидерланды, низменные земли. Вот, ко мне приехали друзья из Мадрида, вы, наверное, их видели по серии, где я в Мадриде с ними был. Эльза, такая, она испанка, провела нам тогда офигенски, просто классную такую классную экскурсию по Мадриду. Я сейчас оставлю ссылку внизу, посмотрите, серьезно, она по таким местам провела. Вы никогда не побудете там, потому что это надо жить всю жизнь, родиться в Мадриде. Вон там она идет. Вот. И она нам провела экскурсию, и поэтому очень интересная была экскурсия по Мадриду. Да, эту серию посмотрите, серьезно, вот не пожалеете просто. Вот я, может, не такой хороший рассказчик, но человек старался, показывал, не я, вот она показывала, да. Вот. А сейчас, вот, как я сказал, на этой дамбе мы едем, есть здесь такое место, в общем, все увидите, там, где мельница старинная, это одна из самых знаковых достопримечательностей. А сейчас я быстро покажу вам вот эту дамбу еще раз, может быть, кто это не видел, кто еще не знает про нее, покажу. Это знаменитая фигура, это памятник человеку, который строил. Здесь, поставили вот эту, чтобы поставили загородку. А раньше все подходили, и вот у него, видите, попа вытерта. Ну и все, соответственно, фотографировались в такой позе. А сейчас, вон, посмотрите, да, поставили, оказывается, загородку, чтобы люди просто смотрели, а не свои сексуальные фантазии показывали. Да. Они мерзнут в Голландии с Испанией, да, им холодно здесь, и ветер такой еще здесь сейчас у нас пронизывающий. И они ходят, я их подколол, что типа вы постоянно мерзнете здесь. Но здесь действительно у нас дожди идут. Не выдает нас как туристов. Кстати, прожив в Нидерландах 25 лет, первый раз сюда приехал. Это находится под Амстердамом, называется место Занцешханс. Это музей под открытым небом, здесь куча всего. Даже вот сейчас у нас 2 января, да, друзья, 2 января, и посмотрите, просто невозможно было машину запарковать. Погода плохая, у нас очень плохая погода. Все равно место очень знаковое, очень топовое. Я вам, конечно, чуть-чуть все это поснимаю, расскажу. Может, какие-то еще новости расскажу, какие у нас тут образовались за последнее время. Вот, вы поставите лайк, подпишитесь на канал, пожалуйста, чтобы я это все не зря сделал за мои старания. Вот, может быть, какие-то Саня, Александр с Эльзой расскажут свои мнения про это место. Друзья, вот мы сейчас в туалет заходим, да, тут надо заходить, карточку приложишь свою обыкновенную банковскую и заходишь. Но просто прикольно, смотрите, старинную такую сделали голограмму какого-то маркиза, и вот так в туалет заходить сюда, в этот туалет. Сейчас почувствую себя. То, что вы, друзья, увидите здесь дальше в видео, это здесь так не было. Это все было, здесь написано, все было привезено, начато было в 1959 году. Вот здесь они показывают, собирали со всех Нидерландов эти дома, привозили вот сюда это все. Здесь была такая деревня, вот уже стояли какие-то старые постройки, и они решили сделать вот такой туристический плайстер, как они здесь называют, туристическое место. Вот. И здесь я говорю, вот даже в такой, повторюсь, извините меня, в такую пасмурную погоду, плохую, здесь куча туристов сейчас. Поэтому советую, конечно, поехать сюда в Нидерланды, посмотреть это замечательное место, интересное. Пункт нашей остановки, но это самое, что есть знаменитое в Нидерландах. Это, конечно, вы сейчас скажете тюльпаны. Нет. Помните, был Буратино одет? Вот он был одет, и папа Карло был одет в кломпах. Это голландская обувь. И вот она там показана, как она делается. Вот давайте сразу покажет телевизор. То есть привозится дерево, и все как из дерева получается вот эти деревянные ботинки. А здесь полностью, как они делались раньше, вот, когда еще не было никаких приспособлений. Вот посмотрите, сапоги кломповые носить, представляете? Я просто офигею. Как это все? Вот, посмотрите, даже шипованное, но это для зимы. Для зимы шипованные кломпы, а это для выхода уже, да, в этих кломпах они уже выходили куда-то на тусовки какие-то там, на корпоративы, на дискочи. Вот это, наверное, они женились в этих кломпах. Посмотрите, друзья. Я просто офигеваю, да. Здесь вон, посмотрите. И вон дерево, видите, как она все показывает, как они разрезают это все. Я не буду это долго снимать. Вон заяц в кломпах. Велосипед, это по-голландски называется омафиц, то есть с бабушкиный велосипед. Он такие старые, такой вот, да, это называется омафиц. Вот, и посмотрите, сколько здесь людей.
Ну, и посмотрите, все из дерева, все клумбы, даже женские ботинки, да, посмотрите. Ну, кстати, очень классно. Я ходил летом как-то, очень, очень полезно, серьезно, потому что нога не потеет, дерево очень хорошо тепло держит. И даже сейчас в такую пасмурную погоду очень классно ходить в клумбах. Посмотрите клумбы, как сделано. Это просто жесть. Я такой серьезно, уже прожив сколько лет. Вот. И вот инструменты, вот посмотрите, вот с помощью вот этих инструментов они делали, выдалбливали эти Папа Карло здесь, короче. Это Папа Карло. Так, следующее, что вам покажу. Типичная голландская ферма. Ну, здесь, конечно, нет уже самих голландцев, есть манекены. Ну, вот так вот выглядели в 17, 18, 19 века голландские бурдера, так сказать. Буры. Кстати, буры, да, здесь такое слово из Южной Африки, буры. Так вот, буры — это по-голландски крестьяне, фермеры. И здесь сразу показывается, как делается этот сыр, знаменитый голландский сыр. Вот видите, да, в каком-то месте, вот так они все показали. Вот. И здесь вот видите все, куда он так ложится, хранится, его надо переворачивать, я знаю. У меня знакомый работал на сырной фабрике, да. Вот. Ну вот смотрите, здесь вот показано, да, вот так он здесь делает райпен, так называется, по-голландски, я по-русски не знаю как. Вот. И его надо с периодичностью переворачивать сыр, да, чтобы он там как-то что-то. Сначала его взбивает, там еще что-то. Вот. И вот так вот делается. И есть молодой сыр, средний там сыр, Амстердамер, куча там. Вот это маркетинг в Нидерландах. Вам показали чуть-чуть, как делается сыр в маленькой комнатке, а потом огромный зал, огромнейший зал, вот видите, где вам этот сыр продают уже по, скажу так, по демократичным ценам. Ну давайте посмотрим просто, чтобы вы могли понять цены. Давайте, Эльза. Так, почем тут стоит? 12,95. Органик, органический сыр, да, вот. Это твердый, это с вином классно. Да, с вином. Вот. И здесь так тоже пахнет все сыром, классно. Вот. Ну, цены, наверное, такие же будут, как, не знаю, может быть, ну, 20,95, смотрите, 20,95 сыр, пожалуйста. Вот. Как, попробовала, Кира? Мы все счастливые почему-то. Видать, еще все после Нового года. У нас сегодня 2 января. Вот. Ну, покажу еще сыр. Может быть, вам захочется сюда тоже приехать, чтобы вы уже знали цены. 14,95 вот такой вот сыр. Они, наверное, разные вкусы, с разными добавками. Вот. Вот такие вот сыры. И вот, друзья, вот смотрите, сколько надо было предложить усилий, там 10 лет они это все здесь делали, да, чтобы вот эти все мельницы сюда притащить, поставить их, да, что создать здесь вот такую вот целую аутентичную деревню, да, вот такую вот, да, как вы сейчас видите. И сколько потом туристов сюда приходят, просто, ну, вот все какие-то счастливые, сыр пробуют, кломпы покупают, эти старинные ботинки. Пшеницу, скоро, наверное, и пшеницу сейчас, мы пойдем сейчас на мельницу, да, зайдем внутрь мельницы. Там можно, наверное, и пшеницу, которая здесь помолота с помощью ветра. Да, смотрите, вот эта мельница, которую сейчас я вам показал, да, здесь, видите, вот такие жернова, эти такие качают. Вот, это, с помощью этого из Франции привозят известняк, здесь его размалывают, получается мел, и этот мел сейчас, даже сейчас, используется для вот на футбольных полях. Есть разметка, вот этот мел используется для футбольных полей, а вот эти большие, а если еще здесь маленькие жернова, вот эти. А еще, смотрите, вот в этих, да, смотрите, вот здесь, да, то есть там мел получается, который используется для полей, да, а здесь вот привозят деревья тропические, высушивают их, сюда ложат, и потом с помощью вот этой дробилки, фигни этой, перетирают перетирают вот эти деревья красные, видите, и потом с помощью этого, раньше, сейчас, конечно, это не делали, делают краску. А это минералы тоже делается, тоже все для краски, для получения различных оттенков краски. Вот, друзья, вот какую вам историю рассказал про эту мельницу. Ну вот видите, вид на миллион, как говорится. Ну, типичная голландская погода. Эльза? Sí. Bonito? Sí, Эльзе нравится. Нравится Голландия. Да. Эльзе нравится Голландия. From Spain naar Holland living?
Вот, наверное, очень будет плохо видно, но вот смотрите, комната, мы зашли в какой-то магазин, не магазин, не знаю, что это такое. Я вам покажу. Тысячи туристов проходят, вообще не понимают, что это такое. Смотрите, видите кровать? Она просто очень трудно видно, да? Я вам просто покажу. Это так раньше, в 17 века, спали голландцы. И вот когда Петр Первый приехал, он здесь учился, вот, кстати, недалеко от этого города он учился, в Зандаме он учился, да, на мореходство. Он спал в таком, но при его высоком росте, он был уже тогда там 2 метра 4 сантиметра, по-моему, так. Он должен был, ну, он поэтому сидел, а голландцы все-таки были чуть-чуть пониже, он полусидя спал. Вот, видите, вот так вот, не знаю, может быть, отсюда, нет, оттуда не получится, вот. То есть они закрываются, и получается как шкаф, как бы, а когда открывается, двери открылись, и они там спали внутри. Это, смотрите, матрешки, голландский стайл. Да. Ну и стоит, да, 49 евро одна штучка. Сколько? 29 маленькая. Спасибо большое. 59, пожалуйста. Но это какие-то очень старинные матрешки. Ну просто видно, что они, краска совсем другая. Находимся в таком доме, ну, где часы всякие ходики, там туда можно заходить, там, ой, там этот, как его, ну, мы просто не стали туда идти. Вот. Он сказал, некоторые часы 300-350 лет и до сих пор идут. Вот, видите, и он там показывает, как мастер делает эти часы, ну, все. Ну, вот смотрите, за одним покажу, как работают вот такие вот мосты голландские, по типу журавля, да. Ну, вот, смотрите, едет какой-то кораблик, да. Вот. И вот мосты, разведены мосты. Сейчас все почему-то как пришли и начинают снимать, как будто аттракцион какой-то, да. И вот они пришли, сняли себе, и он закрывается мост, и кораблик себе дальше плывет. Встретились с колумбианцами, разговаривали. Колумбия, кокаин, Пабло Эскобар. Muy buena persona, y siempre internacional, viaja mucho. Gracias, Друзья, ну вот заканчивается вот это маленькое путешествие вот в этот Заксен-Ганс. Блин, просто, ну, классно здесь, да, но дождь идет целый день просто. Вот мы все вымокли, наелись, брат, вкусненького всего. Вот, все было супер, все нам очень все понравилось. В общем, ставьте вот такие лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, пока!